Uno, due, tre, quattro, buongiorno, сеньори! Для вас, наши дорогие подписчики и потенциальные подписчики, мы открываем итальянскую страницу истории мотоциклетной техники 30-х, 40-х годов. Сегодня мы приготовили абсолютно пикантное и специфическое блюдо. Перед вами трицикл модели U компании Moto Guzzi. Почему это блюдо пикантно? Судите сами. До сих пор компания Moto Guzzi находится в операционной деятельности, до сих пор делает отличные, замечательные мотоциклы, конкурирующие на равных со всеми грандами мотоциклостроения. Это вообще-то мировая премьера. Почему? Да потому что Moto Guzzi модели EU сохранился только в одном экземпляре. Положа руку на сердце, нужно сказать, что он и был сделан в одном экземпляре как прототип тяжелой армейской модели трицикла. Он не пошел в серию. Причины мы опустим и рассмотрим этот специалитет очень внимательно. Вот этот муравей мог вести 1 тонну. Невероятная рама и, в общем-то, тяговитый двигатель, хотя, как вы, конечно же, понимаете, двигатель всего 500 кубических сантиметров. Да потому что в Италии армия была налогоплательщиком, а с 501 кубического сантиметра получался другой налог. Нужно сказать, что к 40-м годам Италия сошла с ума и вознамерилась вместе со своими союзницами, странами оси, завоевать весь мир. Но для этого нужна была военная техника. Кто-то шел своим путем, выпуская супердобротные грузовики, как, например, американцы. Кто-то сходил с ума по-своему, выпуская сложнейшие автомобили и сложнейшие мотоциклы с приводом на колесо коляски, как, например, немцы. Итальянцы здесь отличились. Они мощь своих мотоманевренных соединений опирали на боевые трициклы. И Moto Guzzi модель U, пожалуй, вершина трициклостроения в годы Второй мировой войны. Вспомните, что такое компания Moto Guzzi. Это
отец-основатель Карло Гуцци, который еще с 10-х годов 20 века задавал тон в мире мотоциклостроения. Итальянцы, по моему глубокому убеждению, вообще величайшие инженеры. Почему, спросите вы? Да потому что еще в 1942 году с разработкой модели Ю компании Moto Guzzi сделали попытку разработать универсальную боевую платформу. Смотрите, на это пространство можно навесить все, что угодно. В нашем варианте прототип был создан с зенитным орудием. Тут, кстати, все настоящее. Огонь, друзья! Помимо зенитного орудия, сюда можно было приспособить противотанковую пушку, пулемет, ну и, в общем-то, использовать этот трицикл как перевозчик раненых, боеприпасов, воды в пустынях Эфиопии и так далее и тому подобное. Посмотрите на компоновку двигателя. Вы, конечно же, в нем узнаете черты знаменитого Эрколе. Геркулес по-русски – это модель, которая Moto Guzzi выпускала до 80-х годов. Представляете? 50 лет в производстве – абсолютный рекорд. Кубических сантиметров, верхний клапанный, по-гудцевски наклоненный по ходу движения цилиндр для лучшего охлаждения, но уже чуть приподнят. Почему? Чтобы свечку не забрасывало при езде по плохим дорогам. И, конечно же, великолепное принудительное воздушное охлаждение. Приезжайте к нам, вы можете прокатиться на таком трицикле, научиться ездить на нем, друзья. Большого вам двухколесного счастья с мотомиром. Ждем вас. Здесь мотоистория оживает. Пока.